Я приветствую всех, кого заинтересовал вопрос духовного развития и работы со своей психологией. И в этом видео я хотела бы осветить, для чего нам вообще все это нужно. Ну, на самом деле, на мой взгляд, ответ очевиден. Нам это нужно, чтобы просто быть счастливыми, ведь каждый человек на свете хочет на самом деле только одного — жить счастливо, наслаждаться жизнью, испытывать радость, любовь и приятные состояния, и не испытывать неприятных. Казалось бы, это очевидно. Но при этом люди, не зная, в общем-то, как этого достичь, создают себе иллюзию, ну, чтобы хоть как-то жить, что все хорошо, что, в принципе, можно с этим смириться, со своей такой жизнью не очень приятной, и, в общем-то, считать, что, ну, она более-менее так ничего, приемлемая. Но подумайте, можно ли на самом деле быть счастливым под грузом каких-то бесконечных неразрешенных проблем, каких-то тяжелых энергий, таких как гнев, страх, раздражение постоянно, недовольство, зависть, ревность? Можно ли быть счастливым, имея негативные воспоминания от прошлого, боль от прошлого, какие-то эмоциональные раны, травмирующие опыты? Но на самом деле нет. Мы в этом всем чувствуем себя очень плохо. Хоть мы это подавили, где-то задавили, пытаемся как-то это все замазать, забыть, не получается. Пока мы не разберемся с этим внутри себя, у нас не получится освободиться ни от боли, ни от прошлого, ни от страхов будущего. И для многих людей эта несчастливая жизнь стала зоной комфорта, потому что она уже понятная, стабильная и привычная. И что-то менять — это непонятно, это сложно, это какая-то неизвестность, это какие-то усилия надо прикладывать, надо что-то узнавать, изучать, практиковать. Ну, как бы проще я живу вроде и живу нормально. Но, знаете, это подобно человеку, который садится на стул, в котором гвоздь. И его спрашивают: ты в порядке, как ты себя чувствуешь? Он говорит: да, все нормально. Но почему у тебя такое нерадостное лицо? Ну, ты понимаешь, у меня гвоздь в стуле, и, в общем, он не впивается в одно место, скажем так, и я себя не очень приятно чувствую. Так, а что ты гвоздь-то не вытащишь из стула? Вытащить гвоздь из стула? Ну, не знаю даже как-то, как это, я не знаю как, я не знаю где-то у меня плоскогубцы, где-то их надо искать, да, я вот так посижу. Либо это подобно людям, которые, например, испытывают физические боли, но не идут делать там гимнастику, какую-нибудь зарядку, упражнения не находят, которые могли бы эту боль снять. Потому что, проще перетерпеть боль, выпить таблетку, чем пойти сделать какую-то зарядку. Все усугубляется еще тем для людей, что многие считают, что именно внешние обстоятельства создают наше внутреннее состояние, наше настроение, то, как мы себя чувствуем. На нас накричали, мы расстроились, нас выгнали с работы, мы обиделись, на нас похвалили, мы обрадовались. И кажется людям, что это нормально, это естественно, так и должно быть. Но, друзья мои, это ненормально, это неестественно. Если посмотреть на это со стороны, то вы увидите, что это мы похожи в таком случае на марионеток, а не на каких-то разумных существ, сознательных существ, потому что мы абсолютно не можем выбирать свои реакции в таком случае, не можем делать свои выборы, принимать свои какие-то решения. На самом деле именно наше внутреннее состояние, наши убеждения, наши мысли, наши внутренние образы, наши решения создают обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, притягивают, привлекают людей, с которыми мы сталкиваемся. И, как известно, что мир — это огромное зеркало, которое отражает нам то, что мы в него посылаем. Только и всего. И если мы начнем посылать что-то более совершенное, мир будет это что-то более совершенное нам отражать. И с другой стороны, когда мы будем посылать, например, испытывая чувство недостойности, не удивляйтесь, что
у нас к нам не будут люди относиться нормально, мы не сможем найти нормальную работу высокооплачиваемую. И мы будем наблюдать, как у кого-то все хорошо, и кто-то знает в 10 раз меньше нас, но при этом гораздо больше зарабатывает на той же самой профессии, например, на той же самой работе. Почему? Нам это кажется несправедливым, но на самом деле все очень справедливо, потому что этот человек имеет чувство собственного достоинства, а я не имею. Поэтому ему мир отражает то, что он посылает, мне отражает то, что посылаю я. Но на самом деле радость разрешения своей психологии даже не в том, что обстоятельства вокруг нас выстраиваются благоприятным образом, а то, что нам становится уже безразлично, как к нам относятся люди, что происходит вовне, потому что мы становимся настолько целостными, настолько самодостаточными внутри себя, что настолько независимыми ни от чего, что происходит вовне, мы можем испытывать ровно то, что мы хотим испытывать. И если вы мне не верите, что можно стать таким человеком, посмотрите вокруг, посмотрите на людей, коих огромное количество, которые продемонстрировали это своей жизнью, своим примером. Посмотрите на Ника Вуйчича, например, который родился без рук и без ног, но имеет настолько счастливую жизнь, настолько он знаменит, богат, харизматичен, радостен, любим, у него огромная семья, у него любящая жена, у него там 5, по-моему, детей. Он реализовал весь свой потенциал, все, что хотел, он помогает другим людям поверить в себя. И этот человек абсолютно не чувствует себя каким-то ущербным, хотя внешне он таковым является, но внутри нет. Поэтому самое важное, наверное, последствие разрешения своей психологии на самом деле в нашем духовном росте, в росте нашего сознания, в развитии нашего разума, когда мы действительно становимся осознанными, разумными, развитыми существами, когда наше сознание расширяется, мы начинаем получать новые идеи, более широкое видение любых ситуаций, новые возможности и интуитивные какие-то прозрения, внутреннее руководство. Когда мы понимаем, начинаем понимать, что происходит вовне, внутри, когда мы начинаем видеть, понимаете, мы становимся проницательными, мудрыми, мы видим, что происходит, и нами очень сложно тогда манипулировать становится. Очень сложно что-то навязывать, очень сложно как-то ограничить, лишить нас какой-то свободы, очень сложно вызвать в нас какие-то негативные энергии, реакции. Мы становимся хозяевами жизни, а не ее рабами. И даже на самом деле такие вещи, как гипноз, какие-то еще психологические манипуляции просто не работают на людях, у которых развитое сознание. Если мы говорим о духовном развитии, оно никогда не отделено от работы со своей психологией. Это не что-то экзальтированное, когда мы просто молимся или медитируем, или делаем какие-то практики, какие-то внешние ритуалы. Но на самом деле суть духовного роста — это работа с собой. На самом деле не переживайте о том, как это сделать, потому что первый шаг, который развернет к вам все возможности для этого, это решение, это желание что-то изменить, желание стать лучше, желание, чтобы жизнь стала лучше, и желание прикладывать к этому какие-то усилия, что-то узнавать, познавать. И мир на самом деле поддержит вас, повернется к вам, притянет к вам нужных людей, нужную информацию, поддержит вас всяческими способами. Я, к примеру, тоже могу вам помочь, если вы захотите. Я провожу обучение, консультации, оказываю иную помощь. Поэтому, друзья мои, дерзайте, стремитесь стать лучше, стремитесь сделать свою жизнь лучше, и у вас обязательно все получится. Верьте в себя.